Приветствую, друзья! Вы на канале «Горизонт событий». В сегодняшнем выпуске разрушительный торнадо обрушился на северную часть штата Оклахома. Масштабные лесные пожары в штате Джорджия бушуют уже несколько дней. Арктический циклон в Мурманской области продолжает терзать регион, а также другие не менее интересные события. Мощный торнадо обрушился на северную часть штата Оклахома вечером и вызвал масштабные разрушения в городе Энит и на территории авиабазы Венс. По данным Национальной метеорологической службы США, в регионе был объявлен высший уровень опасности, так как воронка оставалась на земле около 40 минут, прокладывая путь через жилые кварталы и военные объекты. Основной удар стихии пришелся на юго-восточные и южные районы Энида. Сильно пострадал жилой массив Грей-Ридж, где в результате прохождения торнадо были повреждены или полностью разрушены сотни жилых домов, а также объекты гражданской инфраструктуры. На самой авиабазе Венс зафиксированы повреждения строений, однако детальная оценка ущерба военному имуществу еще продолжается. Шериф округа Гарфилд сообщил как минимум о 10 пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести. Информация о погибших на данный момент не поступала. В настоящее время в зоне бедствия ведутся поисково-спасательные работы. Аварийные службы занимаются восстановлением линий электропередач и расчисткой завалов. В Мурманской области уже несколько дней бушует мощный арктический циклон, принесший в регион экстремальные снегопады и штормовой ветер. В районе Териберки порывы ветра 24 апреля зафиксированы на уровне 35 метров в секунду. Из-за сильной метели видимость на ключевых трассах упала практически до нуля, что спровоцировало ряд массовых ДТП и дорожных заторов. Сильный ветер в областном центре буквально переворачивает прицепы грузовых автомобилей и сносит рекламные конструкции. В связи с крайне неблагоприятной обстановкой власти ввели режим повышенной готовности и полностью перекрыли движение на нескольких участках, в том числе на трассе Кола-Серебрянский-Гес с 32-го километра и автоподъезды к Териберке и Туманному. Десятки туристов оказались заблокированы в населенных пунктах, ожидая улучшения погоды для формирования дорожных колонн. Власти призывают жителей воздержаться от дальних поездок, поскольку, по прогнозам синоптиков, сложная ситуация сохранится как минимум до понедельника. Во время учений 6-й воздушно-десантной бригады Альмогаварес, проходивших в испанской провинции Леон, был уничтожен тактический бронеавтомобиль Юро Вамтек стоимостью около 600 тысяч евро. Чрезвычайное происшествие случилось в ходе отработки и десантирования техники на парашютных платформах с борта военно-транспортного самолета Airbus A400M. На высоте около 300 метров один из удерживающих тросов лопнул или преждевременно отсоединился, что привело к неконтролируемому падению внедорожника. В результате удара о землю машина получила критические повреждения, не подлежащие восстановлению. Сообщается, что в результате падения автомобиля никто из личного состава не пострадал, так как зона сброса была заблаговременно очищена от людей. Командование сухопутных войск Испании уже инициировало расследование. В пятницу мощный грозовой фронт, обрушившийся на мексиканский штат Оахака, привел к полной темноте в самом сердце его столицы. В историческом центре города Оахака-де-Хуарес яркая вспышка молнии вывела из строя трансформаторное оборудование. В результате происшествия парк Эль-Ляно, а также прилегающие жилые и коммерческие районы остались без электроснабжения на несколько часов. О пострадавших в результате прямого удара молнии не сообщалось. В штате Джорджия несколько суток бушуют масштабные лесные пожары, которые уже привели к уничтожению около 90 жилых домов и заставили тысячи людей покинуть свои жилища. Под прямой угрозой уничтожения находится еще порядка 1000 строений. Самый крупный очаг возгорания, известный как пожар Пайнленд Роуд в округе Клинч, охватил территорию площадью 13 700 гектаров и локализован лишь на 10%. Другой опасный очаг, вспыхнувший в округе Брентли вдоль шоссе 82, стремительно разросся из-за порывистого ветра и уничтожил большую часть из пострадавших на текущий момент зданий. Распространению пламени способствует экстремальная засуха и сильный ветер, который разносит густой дым до Атланты и соседней Флориды.
Спасательные службы предупреждают, что из-за непредсказуемого ветра уровень локализации огня может упасть до нуля и призывают жителей быть готовыми к немедленной эвакуации. На данный момент сообщается об одном пострадавшем пожарном, информации о жертвах среди гражданского населения не поступало. На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска российских союзов. Объект был одним из наиболее успешных совместных проектов Роскосмоса и Европейского космического агентства. Демонтаж башни высотой 52 метра прошел 24 апреля. Перед подрывом специалисты сняли кабель-мачты и ферменные опоры, которые использовались для установки ракеты в вертикальное положение. Союзы, выводившие на орбиту европейские и американские спутники, запускались с Куру с 2011 года. Всего провели 27 пусков. Они прекратились после начала спецоперации в 2022 году. Территорию теперь передадут французской частной компании Maya Space. Она намерена запустить свою первую ракету в 2027 году. Округ Эль-Касим в центральной части Саудовской Аравии оказался во власти экстремальных погодных условий, кульминацией которых стало появление редкого для пустынного региона торнадо. Национальное управление гражданской обороны королевства выпустило экстренное предупреждение для жителей региона, призвав их оставаться в безопасных местах. Стихия сопровождалась мощным грозовым фронтом, крупным градом и интенсивными ливнями. В некоторых районах Эль-Касима ураганный ветер привел к опрокидыванию нескольких грузовых трейлеров. На текущий момент официальные лица не сообщали о погибших. В Волгограде во время утреннего шторма на Волге затонула моторная яхта «Сильвертон-35», принадлежащая бывшему депутату городской думы от КПРФ Андрею Анненко. Стоимость судна оценивается почти в 18 миллионов рублей. Инцидент произошел 24 апреля на территории яхт-клуба «7 футов», который расположен на Ельшанской набережной. Причиной крушения стала непогода. Сильный ветер поднял на реке высокие волны, достигавшие 2-3 метров, из-за чего судно начало разбивать о бетонный понтон. Получив серьезные повреждения, яхта практически полностью ушла под воду, и ее начало сносить течением в сторону Красноармейского района. Сильный шторм с градом, обрушившийся на Куньминь в пятницу, парализовал жизнь административного центра китайской провинции Юннань. Стихия была вызвана столкновением теплых влажных потоков с Бенгальского залива и локального холодного фронта, что спровоцировало формирование суперячейки непосредственно над городскими районами. Очевидцы в районах Паньлун и Ухуа сообщали о градинах размером с грецкий орех, которые сплошным слоем покрыли дороги, достигая в низинах толщины 10-15 сантиметров. По предварительным оценкам Департамента сельского хозяйства, серьезный ущерб нанесен знаменитым цветочным плантациям в пригородах, которые являются основой экономики региона. Уничтожены тысячи квадратных метров теплиц и открытых посадок. Энергосети города пострадали от обрывов линий электропередач. Сегодня экстренные службы продолжают ликвидировать последствия шторма. Метеорологи предупреждают о возможном сохранении нестабильной погоды в горных районах провинции. В индустриальном парке Траффорд-парк на окраине Манчестера после серии взрывов в складском помещении логистической компании KLN вспыхнул масштабный пожар. На складе, по предварительным данным, хранились запасы резины, химикатов и бочки с маслом, что способствовало стремительному распространению пламени. К месту происшествия были стянуты 12 пожарных расчетов. Из-за угрозы обрушения кровли пожарные были вынуждены временно покинуть здание и перейти к наружному тушению. Перекрытие полиции дорог в районе вызвало серьезные транспортные заторы в разгар пятничного дня. Огромный столб дыма был настолько велик, что его зафиксировали туристы с вершины горы Сноуден в Уэльсе и жители соседнего Ланкашира. Несмотря на то, что в ходе пожара произошел разрыв газовой магистрали, спасателям удалось предотвратить переход огня на соседние гигантские склады, набитые товарами. К вечеру пятницы пожар был взят под контроль, однако дежурство расчетов продолжалось всю ночь для ликвидации остаточных очагов.
Официальных данных о погибших или серьезно пострадавших не поступало. В американском штате Флорида, в районе Лейк-Нона, города Орландо, женщина за рулем трехтонного пикапа «Шевроле Сильверадо» не заметила и переехала суперкар «Ламборгини Хуракан» стоимостью $300 тысяч, который не спеша ехал по парковке в поисках свободного места. Пикап заехал передними колесами на капот и лобовое стекло «Ламборгини», фактически подмяв его под себя. Движение грузовика остановило только его собственная ось. В результате столкновения никто не пострадал, однако суперкар получил серьезные повреждения. Владелец «Ламборгини», предприниматель кубинского происхождения Рамон Феррер, отреагировал на ситуацию спокойно, заявив, что благодарен Богу за сохранение жизни, а материальные вещи не имеют для него первостепенного значения. В Нью-Йорке масштабный пожар практически полностью уничтожил историческое здание Первой реформатской церкви Астории, простоявшее 138 лет. Возгорание произошло вечером в четверг в здании пастората, после чего пламя перекинулось на саму двухэтажную церковь и соседнее строение. Борьба с огнем в узких переулках Старой Астории потребовала колоссальных ресурсов. Пожарный департамент Нью-Йорка присвоил пожару 5-ю категорию сложности, задействовав в общей сложности более 270 спасателей. В ходе тушения произошло частичное обрушение крыши, в результате чего кирпичи и обломки конструкции упали на работающих пожарных. 6 спасателей получили травмы различной степени тяжести, один из них серьезно пострадал. Эта трагедия стала не первой в истории религиозного сооружения. Нынешнее здание церкви было возведено после того, как предыдущая постройка, датированная 1837 годом, также серьезно пострадала от огня 14 января 1888 года. Тогда пожар повредил пол и церковный орган, после чего остатки старого здания снесли и уже в октябре того же года заложили фундамент новой церкви, простоявшей до нынешних дней. В настоящее время здание, считавшееся важным памятником культурного наследия Квинса, практически полностью разрушено. Причины нового инцидента выясняют следователи. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.